Это что по имени Заводин Шевцов. Я продолжаю проходить игру Зайчик. Так, поцеловать. Полина опустила веки, затерянно вырезались ресницы. Наши губы соприкоснулись. Голова закружила, промешалась, что я падаю в пропасть. Какая клеточка моего тела плела от восторга, словно я попробовал на вкус прекрасную музыку, но дегустировал нечто более совершенное, чем мелодия Шумана. И тут увидел зеркало за дверях платного шкафа. Там отражалась прикрытая дверь нутро коридора. Из щели нам следил Харитон. Хмурое лицо будто плавало в черных водах темноты, глаза влиялись в меня глубже и злее, чем кошачьи когти. Рассекреченный старик дал задний ход, отъехал от двери и кивнул в тени. Поверженный я оторвался от Полины губ, прервал сладкий поцелуй. Полина посмотрела на меня и непонимающе раздосадованно спросила. В чем дело? Я спустился из-под нее, встал, натянул штаны и с третьего раза затянул ремень. Ни в чем. Я вспомнил просто. Пообещал маме вернуться к ужину. Не уходи. Полин, послушай. Не уходи, Тош. Голос задрожал, слезы потекли по щекам серебристыми ручейками. Я оцепенел от неожиданности. Настроение Полины сменилось моментально, так же, как и в теме Монголии ее деда. Но ведь дед был старым и чудным. Забери меня с собой! Ты чего, Полин? Ну перестань! Не надо смеяться. Я обеспокоенно склонился к ней. Ну хватит, правда. Все же хорошо. Я здесь с ума сойду. Не знаю, руки на себя наложу. Не говори так. Она провалилась на кровать, ладонью прикрывая лицо, схлипшей превратилась в сдавленную рыдание. Боже. Я растерянно торопился на месте, не зная, что предпринять. Давай сбежим. Завтра же соберем вещи и уедем в город. Нам по 12 лет. И что? Тебе нравится жить в хибаре у леса? А мне, думаешь, по нраву гнить, заточенный в 4 стенах? Ее кулачки били по дивану, тело выгибалось. Если ты мужчина, уведи меня из этого
пора уходить. Не отчеканул внутренний голос, и я был с ним солидарен. Прости, тебе надо отдохнуть. Поговорим позже. Я вышел в коридор, бурча, возможно, поступил как трус, но я не мог больше выносить ее истерику. Надел курточку и сунул в ноги ботинки. Угу. Уставились в темноту, думая о медведя-людоеда. Плащ Оли... плащ Полины мне раздавался за стеной, а меня надвигалось нечто скрипящее. Коляска старика притормозила в 2 метрах на границе света и мрака. Ходишь так быстро? Я промолчал, шнуря обувь. Простите, мама будет беспокоиться. Ты знаешь настоящее имя своей матери? Петров Антон. Тени клубились, двигалась за плеча Харитона. Я ждал покинуть это странное место как можно скорее. Нет, простите. Взволнованный извинялся направо и налево. Почему плачет Полина? Что случилось? Блеснули железные губы. Пойдем на кухню. Чай пить будем. Я тортик разрезал. Меня ждут. Подождут и перестанут. Ну, пойдем, пойдем. Ой. Ох, он хыкнул капризно. Наконец спрашивал шнуром, наконец-то справившись со шнурками, я выскочил на ноги. Старик улыбнулся надсадно. Я повернулся к нему спиной, пальцы сражались замком. Мне не повезет уйти, надену сзади коляску и утащат. Скррр. Дверь отворилась, пустили в душный коридор зимний мороз. Как твое настоящее имя? До свидания. Угу. Я вылез на крыльцо, на дорожку, петлящую между домов. Пока я гасил Полине, мрак вороньими крыльями объял поселок. Из-за ветра он казался живым, мыслящим существом, слабо горел вмурованными в ночи фонари. Я утер в лоб. Что концерт устроила Полина. А старик подвигался, поглядывал за нами, не мудрено, что она так отчаянно хотела сбежать. Едва вспомнил металлические зубы Харитона, как мурашки закрывали по моей коже. Кто это икает? Встряхнулся в окнул и
окинул взором улицы, и у забора маячил неясный силуэт. Кто здесь? О-о. Человек шагнул ко мне, встал в кольце фонарного света, душа кувырнулась, ухнула в пятки. Я узнал Ромку. Щелки одноклассника были мокрыми, а глаза покраснели. Он плакал, прятался в темноте. Ну, привет. Что ты тут делаешь? Да вот, ты не пришел на наш спектакль. И я волновался, что с тобой что-то случилось. Как с Семеном и Катей. Раздел щелчок, свернул нож в бабочку. Обескровленные губы Ромы растянули в страшной гримасе, зрачки сверкали, словно две монеты. Убери нож. Зачем? Как без ножа я смогу разрезать тебя от пупка до глотки и проверить, что внутри у предателей? Рома, Я оступил, боясь повернуться к нему. Беззащитным лопатками Рома шел на меня, скалясь. Был у нее дома, да? Ой, Правая рука Вольтрона. Говорит центр управления, как слышно. Ты был у моей Полины? Рисовал ее? Трогал? все не так. я врал, конечно, все было именно так и даже больше. Жалкий ублюдок. В уголках рта вступила пена. Он судорожно утер лицо рукавом, еще сильнее размазал слезы по щекам. Остекленевшие глаза заволокло туману ненависти. Железная бабочка нашла свое медленное движение вверх, и вдруг, как на ускоренной пленке, нырнула вперед. Ромка резко качнулся ко мне. Лицо его приобрело цвет воска, а глаза пылали, как фосфорные. Я ощутил толчок и опустил взор. Бабочка была не настоящей. Из магазина прикол игрушка, которая лезвие пружинится в рукоять. Затем я понял, что ошибся, я не вижу лезвия, поэтому что она что она прожилась в мою грудь. Что она сейчас внутри? Между ребром. Холодная. Острая. Как звук запоздавший за светом, прибыла боль. Удивительно, что она не была очень сильной, зато была ужасно неприятно сушущей и отдавала куда-то в затылок. Я хватил Ромку за плечи.
Он вскрыл нож, как замедленной съемки, за лезвиями вытекли понкинтер алик. Чего? Понктир алик капель. Кожа на костяных красок Ромкового лица грустинку. Чего? Гротинскно растянул рот, расплачу между предными зубами, натянул нити слюни и сказал, я хотел сказать, чтобы он прекратил, но слова застряли в горле. Мир пошатнулся. Я упал на колени. Стало сложно дышать. Словно воздух в легком превратился в вязкое тесто. Рот наполнился кровью. Ой, кровь, боже мой. Она впилилась на снег. Вылеснулась на снег, блин. Не способный держать голову ровно, смотрел в эту красную лужицу. Потом я упал в нее лицом. Кровь разогревала щеку. Я полежу, и все пройдет. Ничего страшного, защищать врачи. Ромка хватил меня за сзади и резко провернул на спину. Я увидел его перекошенное лицо и глаза фанатика. Взял бабушку и обоими руками, зарычал, Рома обрушил оружие вниз. Мой живот. Боль поглотила разум. И я не мог пошевелиться. И не мог даже жмурить, хотя они зрачки осили горячими осинки. Нож махнул вверх. Празднили как-то пузырь внутри меня. Взмыл, опустился. Взмыть, Ромка кричал и колол. Кричал и резал. Кровь плескалась мне в лицо, влетала широкими бахровыми лентами. В голове словно пнули десятки огоньки, но сразу уже начали коситься один за другим. Те области мозга, в которых погибли эти странные светлячки, покрутились во мрак. Фигура Ромки размывалась. Представил, следи за ножом. Подняв взгляд по залитому кровью лицу всего убийцы вверх в темнющего неба. За долю секунды я увидел жизнь, которую я не переживу. Миллион упущенных возможностей. Как зритель в пустом кинозале смотрел на экран. Я видел Олю, которая которая повзрослеет, но я не узнал, как поэтому, блин. Я видел, как ее детей не подержу в руках. Стареющих родителей в доме на краю леса. Я видел яркий свет на галереях, выставленных залах, чья стены не украшает мои картины, блин. Мостовые города, по которым не прохожаю. Чего? 21 век, который настанет не для меня. И про целую вселенную, стоящую из людей и вещей навсегда мной утраченных, блин.
ослепленный запелало то ли в небе под спускающими веками. Нож колол и колол, но боль прошла. Тело больше не имело значения. Фильм закончился. Я растворился в бесконечной темноте. Милиция арестовала подростка, зарезавшего сверстника во время ссоры между участниками 6 класса средней школы. Возник конфликт, в результате один участник нанес другому более десятки ран. Выкидным ножом мальчика доставили в больницу, где он закончил от потери крови. Школьник, убивший сверстника во время допроса в милиции, признал вину. По факту инцидента заведено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Также уголовное дело по статье о халатности может грозить директору школы, чей ученик свободно разгуливал с ножом и замажу ему воспитание работе на месте происшествия, работают исследования и криминалистики. Конец. Продюсер, режиссер, главный художник игры. Так, это... Так, это понятно. Да, это плохая концовка, я знаю. Тут умер Антон. Данил, это... Тут нельзя пропустить, конечно. Это не финал, это плохая концовка. Так, переводчики, что там? На английский, китайский, итальянский, турецкий. По мотивам рассказа Дмитрия Борис. Ох, не успею. Художник, руководитель Евгений Сокарев. Звукорежиссер Сергей Виктория Ворон. Записи прошлой студии озвучены. Особо благодарность Максиму Красновскому. Боже, Антон Борисович. Петров Антон Борис. Вернуться. Ну, как можно... Да. Так. Сейчас делаем по-другому. Загрузить, блин. Но можно это остановиться, можно. Если вам видео понравилось, пишите комментарии, ставьте лайк. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустили продолжение зайчика. Если не будешь подписывайтесь, будете смотри без подписки удалю. Смотрите с подпиской мой канал. Ну, лайки не забывайте. И все. Если хотите, чтобы это были продолжения, смотрите, лайкайте, пожалуйста. Пожалуйста. И бог. 10 подписчиков, пожалуйста, прошу вас. И всем пока.